Всем привет, меня зовут Надя, я рада видеть вас на своем канале, и это канал о вязании. В этом видео мастер-классе я хочу связать очень полезную вещь для кухни из джута. Мне потребуется один моток джутовой пряжи, это халва от пряжи Центр, толщина М, то есть 2 мм, конечно, моток у меня уйдет не весь, и крючок для сегодняшнего вязания я возьму номер 4. Вязать я буду очень плотным узором, который фактически состоит из одних столбиков с накидом, но намного плотнее, чем просто узор из столбиков с накидом. Итак, набираю на крючок цепочку из воздушных петель. Я набрала 25 воздушных петель, это будет ширина моего изделия. Добавляю 26-ю петлю подъема и вставляю крючок в перемычку второй петли от крючка. Раз, два, вот она перемычка. Сюда вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, вяжу столбиками без накида до конца ряда. Соответственно, столбиков без накида у меня тоже будет 25. Каждый раз я вставляю крючок в перемычку. Последние петли в этом ряду. И вот моя самая последняя петля. При наборе цепочки я не делаю в начале узла, и последняя петля у меня тоже считается звеном. Поэтому вставляю сюда крючок и точно так же в это последнее звено делаю столбик без накида. Первый ряд на этом закончен. Дальше делаю воздушную петлю подъема на второй ряд. Вставляю крючок в кромочную косичку первого ряда и в кромочную косичку наборного ряда, как бы раскалываю эти обе косички, подхватываю рабочую нить и вяжу столбик без накида. Хвостик ввязываю в свое изделие. Опять в кромочную косичку первого ряда, в кромочную косичку наборного ряда, вот так, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. Продолжаю так до конца ряда. Столбиков без накида в каждом ряду у меня будет 25. У меня будет одна воздушная петля подъема и 25 столбиков без накида. Число столбиков будет равно числу петель, которые я набрала в самом начале. То есть если вы набрали другое количество петель, то столько столбиков и вяжите. Не забывайте только про первую петлю подъема. В косичку в одну, в косичку в другую. Делаю столбик без накида. Опять в косичку в одну, в косичку в другую. Делаю столбик без накида. Продолжаю так до конца ряда. Подхожу я к последним петлям в этом ряду, предпоследняя петля. И вот смотрите, куда делается последняя петля. В косичку этого ряда и в косичку, в наборную косичку. Так, она самая сложная, самая тугая. Вот так. То есть здесь я раскалываю косичку, здесь я тоже раскалываю косичку. И опять делаю столбик без накида. Дальше перехожу к вязанию третьего ряда. Каждый ряд у меня, получается, вяжется лицевыми петлями и встает на лицевую сторону своей изнаночной стороной. Не знаю, понятно ли я выразилась. Итак, воздушная петля подъема на следующий ряд. В косичку этого ряда, в оставшуюся косичку предыдущего ряда, она здесь остается уже одна, подхватываю рабочую нить, делаю столбик без накида. В косичку этого ряда, в косичку предыдущего ряда опять подхватываю рабочую нить, делаю опять столбик без накида. Столбиков опять-таки должно быть 25, если у вас число расходится с тем, что вы набрали, значит где-то вы сделали ошибку, возможно где-то петельку одну пропустили. И точно так же число косичек должно в одном ряду совпадать с числом косичек в другом ряду. Если вы заканчиваете ряд и у вас вдруг на одной из половинок косички еще остаются, на другой они закончились, то тоже значит где-то какая-то ошибочка, ее нужно найти и все распустить.
В общем, вяжу так до конца ряда. И опять у меня остается последняя петелька. Делаю ее в косичку этого ряда, в косичку предыдущего ряда, вот так. Подхватываю рабочую ниточку, вывожу ее. Ну и продолжаю все то же самое на нужную высоту. Воздушная петля подъема в косичку этого ряда, в косичку предыдущего ряда. Подхватываю рабочую нитку. Что такое? Делаю столбик. Опять в косичку этого ряда, предыдущего, подхватываю рабочую нитку. Вязка получается очень плотной, хорошо держит форму и никуда она не косит, не заворачивается. В общем, это то, что мне и нужно. Вот, посмотрите, какая плотная и толстая вязка получается. Провязав несколько рядов, я решила разнообразить свое вязание джутовой ниткой другого цвета. У меня вот такой зеленый цвет из Fix Price. Беру просто зеленую нить, тот же самый крючок, вот так возьму, и прокладываю по краю своего верхнего ряда соединительные петли, ну или тамбурный шов. Исключительно в декоративных целях. Сделаю так несколько петелек, вытаскиваю ниточку, обрезаю ее и увожу хвостик наизнанку. Дальше хвостики я ввяжу в полотно. Допустим, вот так. Продолжаю вязать этот ряд точно так же, как будто бы я ничего с ним и не делала. Вставляю крючок в одну косичку, в другую, подхватываю рабочую нить. Зеленую нить стараюсь просто оставлять внутри своего ряда и совершенно никак ее не подхватывать. И не подхватывать, соответственно, столбики, сделанные ей. Прохожусь так до конца ряда. Продолжаю делать столбики без накида, подхватываю косичку с одного ряда, косичку с другого и делаю столбик без накида. А зеленую нить оставляю внутри вязаного ряда и так до конца ряда. В обратном ряду, там, где моя строчка становится с лицевой стороны, я все так же делаю столбики без накида, косичку одного ряда, косичку другого ряда и стараюсь эту зеленую нить не подхватывать. Здесь уже все на ваше усмотрение, кому как нравится. В общем, я хочу, чтобы у меня просто эта зеленая нить осталась по лицевой стороне таким тамбурным шовчиком. Ну и вяжу так далее на нужную высоту. Иногда вставляю контрастную нить для того, чтобы добиться такой неоднородности рисунка. Высоту провязала я с одной стороны 20 рядов, считаю вот эти рубчики. С этой стороны у меня 20 рядов. А с этой стороны таких рубчиков у меня 21. В сантиметрах это будет 19. И так тоже приблизительно 19. И дальше я буду делать закрывающий ряд. Смотрите, здесь получается такая ступенька между последним рядом и предпоследним рядом. Мне кажется, она не очень красиво смотрится в этом узоре, и нужно как-то его сомкнуть. Последний и предпоследний ряд, и желательно не образовать эту ступеньку в следующих рядах. Но сначала сделаю петельку, то есть просто провяжу несколько воздушных петелек. Приблизительно вот так. Здесь смотрите на то, какая длина вам больше нравится. У меня здесь 15 воздушных петель. И дальше делаю тот самый последний смыкающий ряд. Вставляю крючок опять в кромочную косичку последнего ряда, вот так. И в кромочную косичку предпоследнего ряда. Вот так. То есть делаю почти то же самое, что и во всех остальных рядах, только в косичку не вот так, так не надо, а наоборот, как бы с другой стороны ее раскалываю.
подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. То есть одну петлю протягиваю через другую. Опять в косичку предыдущего ряда, еще одну косичку и делаю снова соединительную петлю. То есть в данном случае я подхватываю как бы ближайшую к себе ближнюю полукосичку предыдущего ряда и оставшуюся косичку того ряда, который был перед предыдущим рядом. И вяжу так до конца ряда. Итак, последние петли в одну косичку, в другую и делаю соединительную петлю. И вот она, самая последняя петля. Так, в одну косичку, в другую. Так, вытаскиваю нить, обрезаю и прячу хвостик в рядах с помощью крючка. И вот какая получилась у меня подставка для горячего. У нее есть петелька, за которую ее можно повесить на кухне, например, да? Можно поставить на нее что-нибудь горячее. Такой отличный мат получился. И смотрите, таким приемом, таким узором легко можно связать какой-нибудь коврик. Здесь я не использовала ни канат, и также вязала я не в 2 нити, а вязала только в одну нить. Но получился очень плотный, просто плотный рисунок и такой плотный мат у меня получился. И мне кажется, коврик будет таким узором просто потрясающий. При этом не нужно использовать канаты, да, как я уже сказала. Все очень просто. Обычные столбики без накида. И вот такой потрясающий эффект получается. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки и за ваши комментарии, которые вы оставляете. Спасибо за внимание. Пока-пока.